Дорогие друзья, сегодня с вами хочу связать вот такие необычные лепесточки. Конечно же, мы с вами научимся вязать вот такой цветочек, но особое внимание хочу подчеркнуть именно выполнению лепесточков. Очень необычные, но в то же время достаточно простые. Все подробно, попетельно я показываю в своем мастер-классе. Видите, какая красота получается. Нежно, необычно. Можно выполнить такой цветочек, допустим, используя два цвета или два оттенка. Можно в одном цвете выполнить. Тоже будет интересно и необычно смотреться. Присоединяйтесь. Не забывайте писать в комментариях, что у вас получилось, где вы планируете использовать такой цветочек. Обязательно ставьте лайки, можно и дизлайки, конечно. Все зависит от того, какое впечатление произвел на вас этот мастер-класс. А мы приступим к работе. Для работы я использую крючок 1,4. Пряжа у меня двух оттенков в моем случае. 169 метров 50 граммов, 100% мерсеризированный хлопок. Вы можете сделать и в одном цвете цветочек, он тоже будет смотреться потрясающе. Начинаем выполнение нашего цветочка с 6 воздушных петель. Выполняем. Наши 6 воздушных петелечек замкнуты в кольцо. И мы выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я ввожу крючок в первую воздушную петлю, замыкаю, выполняю соединительную, выполняю колечко. Мое колечко готово. И далее я буду вязать столбики с 3 накидами и арки. Я выполняю 5 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5, который меня заменяет столбик с 3 накидами. Далее я выполняю 2 воздушные петли арочки. Далее я 3 накида на крючок выполняю и ввожу крючок в колечко. И выполняю столбик с 3 накидами. Вот таким образом. При этом я буду хвостик ниточки увязывать по колечку. Далее 2 воздушные, столбик с 3 накидами ввожу в колечко и провязываю. Так я буду выполнять, пока не выполню 11 столбиков с 3 накидами. И не забываем между ними арочка из 2 воздушных. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами выполнили 11 столбиков с 3 накидами. И если учесть, что воздушные петли у нас заменяют один столбик, то всего у нас их получилось 12. Далее выполняю арочку из 2 воздушных и завершаю выполнение кругового ряда. Ввожу крючок 1, 2, 3, 4 в 5 воздушную петелечку подъема. Видите, у нас 2 петли арки только с вами осталось. И выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. И я могу приступить к выполнению следующего ряда. Как я это делаю? Смотрите, следующий ряд у меня будут обвитые пышные столбики. Я выполняю воздушную петлю подъема. Далее ввожу крючок под арку и выполняю столбик без накида. Далее я выполняю вот такой прием. Я выполняю незавершенный столбик без накида. Далее накид на крючок. И теперь смотрите, буду обвитие делать, как бы возвращаясь назад. В данном случае у меня будут вот эти петелечки подъема. Я вокруг беру поудобнее и вокруг буду выполнять 7 натяжек. То есть это накид и вытянутая петля. Это первая натяжечка, вторая, третья, четвертая, 5,
6 и 7. Я выполнила 7 натяжек. Далее, смотрите, я провязываю все петли на крючке, кроме последней. Вот таким образом придерживаю и провязываю. И далее 2 петли на крючке. Далее я ввожу крючок под арочку и выполняю еще один столбик без накида. Вот такой обвитый столбик пышный, красивый у меня получился. Давайте еще раз повторим выполнение этого приема. Далее я ввожу крючок в вершинку столбика, под арочку столбик без накида. И теперь смотрите, незавершенный столбик, накид, и возвращаюсь к вот этому столбику. Беру поудобнее и начинаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. Видите, да, все наши натяжечки, старайтесь, чтобы они были аккуратненькие и ровные. Далее я захватываю рабочую нить и провязываю через все натяжки, кроме моей одной петли, то есть через все петли. И далее 2 петелечки провязываю. Далее под арку провязываю еще один столбик без накида. Далее вершинку столбика провязываю еще один столбик. Далее опять под арочку столбик, и так мы с вами выполняем вот такую красоту до конца нашего ряда. После того, как мы выполнили все наши обвития, видите, да, красиво, аккуратно, я выполнила столбик без накида под арочку, вот его хорошо видно, и завершаю выполнение моего кругового ряда. Я ввожу крючок в воздушную петлю подъема, вот она у меня, и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен, и я нить обрезала, потому что дальше хочу продолжить нитью более светлого цвета или оттенка. Далее мы будем выполнять просто ряд столбиков без накида. Я выполняю воздушную. Мы ее с вами затем хорошо подтянем. И смотрите, очень внимательно. Я буду в эту же вершинку, в эту же петлю подъема выполнять столбик без накида. И теперь мы просто будем считать. У нас вот первый столбик, второй и третий. И один столбик мы выполняли с вами над вершинкой столбика. Четвертый. То есть мы как бы считаем 1, 2, 3, 4, проверяя себя. 1, 2, 3. И четвертый столбик у нас, видите, вот вершинку столбика с 3 накидами. И так мы просто вяжем столбики без накида до конца нашего ряда. Мы с вами выполнили наш ряд столбиков без накида. Можете себя проверить, их должно получиться 48. И далее мы будем выполнять лепесточки. Смотрите, я завершу выполнение ряда, пропускаю воздушную и ввожу крючок в вершинку столбика без накида. Выполняю соединительную. Круговой ряд завершен. И прежде чем продолжить, я хочу показать уже готовый цветочек. На чем я хочу остановиться. Смотрите, у нас для того, чтобы получился красивый объем, часть столбиков у нас провязывается за дальнюю полупетлю. Те, которые идут, видите, вот за работой. А часть столбиков провязывается за переднюю полупетлю. И именно за счет этого достигается объем. Вот такая красота. Сейчас мы подробно с вами все рассмотрим.
И прежде чем приступить к выполнению лепесточка, хочу показать. Смотрите, вот наши столбики. И по отношению к нам, вот когда мы смотрим на работу, вот передние наши полупетли. Видите? Вот это передние, это задние полупетли. Но когда мы с вами будем разворачивать, в этом случае именно дальние или задние полупетли будут становиться передними. Но мы все равно будем работать именно в эти полупетли для создания именно рисунка. То есть наши дальние полупетли при повороте, я их все равно буду называть дальними. И приступим к работе. Я выполняю одну воздушную петелечку для перехода от одного ряда к другому. И теперь смотрите, я работу разворачиваю, и вот мои дальние полупетли, вот одна, вторая, третья, и я буду за них захватываться и вязать. Я выполняю столбики без накида именно за полупетлю. Вот таким образом, видите? Выполняю 3 столбика. Первый столбик без накида. Далее опять же за полупетлю второй столбик и третий. Провязали. Теперь я работу разворачиваю. Видите, да? Вот у меня мои ближние или передние полупетли остались свободными. И начинаю выполнение непосредственно высоких столбиков. Я выполняю 7 воздушных петелечек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это у меня петли подъема. Далее я выполняю 5 накидов на крючок. 3, 4, 5. Ввожу крючок в вершинку столбика без накида. И провязываю столбик с 5 накидами. 1, 2, 3, 4, 5. И завершила. Далее еще точно такой же столбик с 5 накидами. 3, 4, 5 в эту же вершинку. 1, 2, 3, 4, 5 и 2 вместе. Выполнили 2 столбика с 5 накидами. Далее я выполняю еще один столбик 3, 4, 5 с 5 накидами, но в следующую вершинку. 1, 2, 3, 4, 5. Далее я выполняю столбик с 4 накидами в эту же вершинку. 1, 2, 3, 4. Выполнили. Посмотрим, что у нас получается. Видите, высокие столбики вот такие красивые у нас получаются. Мы продолжаем с вами работу. И далее в следующую вершинку мы выполняем столбик с 4 накидами. И считаем. 1, 2. Давайте повторим. 1, 2, 3, 4. И провязываем. 1, 2, 3, 4. И в эту же вершинку выполним столбик с 3 накидами. 1, 2, 3 и 2. Вот такая часть лепесточка у нас получилась. И далее очень внимательно следующую оставшуюся часть лепестка мы с вами будем провязывать уже за передние полупетли или ближайшие. И далее мы выполняем столбик с 3 накидами. Напоминаю, за переднюю полупетлю, видите. Аккуратненько, не спеша, столбик с 3 накидами. Вот видите, мы перешли уже
на наши передние полупетли. Далее в эту же полупетлю мы выполняем столбик с 2 накидами. В следующую полупетлю мы выполняем столбик с 2 накидами. Если ваши полупетелечки немножко вытягиваются, ничего страшного. После того, как мы будем работать за дальние полупетли, они потом отравняются. Столбик с 2 накидами. Далее сюда же провязываю столбик с 1 накидом. Далее столбик с 1 накидом, видите, да, опять же за полупетлю, и полустолбик. И нам остается выполнить с вами полустолбик и столбик без накида. Видите, основа для нашего лепесточка готова. И теперь мы будем выполнять обвязку нашего лепестка из столбиков без накида. И опять же хочу остановиться на том, что я буду сейчас выполнять столбики без накида за ко мне, видите, вот ближайшие полупетли. Но поскольку я работу разворачиваю, это будут дальние полупетли. Здесь очень внимательно, все просто, главное не запутаться. Я выполняю 1 воздушную петлю для перехода от одного ряда к другому. Работу разворачиваю. И первая вершинка, пропускаю воздушную, первая вершинка. И просто в каждую вершинку я выполняю столбики без накида. Аккуратненько, не спеша, вот таким образом. Ничего сложного, просто за полупетли мы их выполняем. Тогда они получаются такие объемные, рельефные. Таким образом мы вяжем по всем столбикам. И сейчас я вот смотрите, я довязала до вершинки моего столбика. Далее очень внимательно именно в эту вершинку я выполню 3 столбика без накида. Это последняя вершинка. Второй и третий столбик без накида. И далее буду работать уже под арку. Под арку я выполню 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я выполнила 8 столбиков. Далее смотрите, я ввожу крючок. Вот у меня столбик без накида. Я прямо в центр его ввожу крючок и выполняю соединительную. Работу разворачиваю. И теперь буду вязать столбики без накида. Опять же за дальнюю полупетелечку. Ну, то есть, чтобы она у меня, ну, они у меня такие рельефные были. То есть, смотрите, пропускаю и вот за дальнюю. И считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Далее у нас с вами идут 3 столбика с общим основанием, и мы выполняем так. 9 выполняем, а далее опять же 3. Раз, 2, 3. Тогда у нас с вами получится красивый, аккуратненький уголочек в нашем лепестке. И все, и продолжаем дальше за наши полупетелечки провязывать столбики без накида. Вот таким образом, не спеша, аккуратненько до конца нашего ряда. Видите, да, вот получается объем, очень красиво получается, нежно, когда мы за полупетлю именно провязываем наши столбики. И так мы довязываем. И вот еще наш столбик выполнили. Далее смотрите очень внимательно. Наша вот воздушная петелечка, которую мы выполняли, помните, да? Я ввожу в нее крючок и выполняю соединительную. Далее я приступлю к выполнению следующего лепесточка. Сначала мы посмотрим с вами, что у нас получилось. Вот такой красивый лепесточек получился, нежненький. И теперь очень внимательно мы как раз начнем выполнение второго лепесточка и посмотрим, за счет чего добивается, достигается наш объем. Вот смотрите, видите, вот дальняя полупетля, вот столбик, одна полупетля провязана, а другая нет. Что мы делаем? Мы работу разворачиваем таким образом, вводим крючок, берем поудобнее, мы потом все с вами поправим и выполняем столбик без накида 1, 2 и 3. Выполнили. Работу разворачиваем и видите, вот уже получается у нас с вами объем. И мы с вами начинаем выполнять наш лепесток, то есть вот эти столбики, которые были у нас над столбиками без накида. Что мы делаем? Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. Единственное, покажу потом, опять же, повторю переход от этих столбиков на ближайшие полупетли. Что мы делаем? Мы выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных петелечек или петли подъема. Далее 3, 4, 5 я ввожу крючок и выполняю столбик с 5 накидами. 1, 2, 3, 2 накида вместе провязала, повторим выполнение. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 и 2 вместе. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 и 2 вместе. И так мы продолжаем выполнять точно так же, как и выполняли над этими столбиками. Видите, уже у нас вот как бы внахлёст получается, очень красиво и аккуратненько. То есть вы выполняете эти столбики, и затем я повторю просто выполнение, как перейти на ближайшие полупетли. И после того, как мы выполнили все наши разновысокие столбики, как мы выполняли в нашем лепесточке, что мы делаем? Мы опять же, наш столбик идет с 3 накидами, и мы переходим на столбик, вот наш столбик, и захватываемся только за переднюю полупетлю. Ну, то есть точно так же, как мы выполняли с вами и в первом нашем вот этом лепесточке.
Берем поудобнее, мы с вами потом все поправим. И выполняем столбик с 3 накидами. Далее столбик за полупетлю с 2 накидами. И так и продолжаем. Далее столбик с 2 накидами. Все за переднюю полупетелечку. Помним, да? То есть аккуратненько, вот таким образом мы с вами выполняем столбик с 2 накидами, затем в эту же полупетлю с 1 и так далее. Я вот остановлюсь, покажу. Вот такой переход у вас будет проходить. И вот видите, да? То есть за счет этого достигается объем. Просто за счет провязывания за дальние и передние полупетли. Все лепесточки у нас одинаковые. Так мы с вами выполняем наши лепестки до конца нашего ряда. Как завершить выполнение, я покажу. То есть мы завершим вместе с вами выполнение цветочка. Мы с вами выполнили все наши вот такие волшебные объемные лепесточки. На самом деле вы убедились, что вяжутся они очень просто. И объем достигается за счет того, что мы с вами провязываем за дальние полупетли, а затем за передние полупетли. Все достаточно просто, разновысокие столбики, и вот такая красота у нас с вами получается. И как я говорила, мы завершаем выполнение нашего цветочка. Смотрите, после того, как мы выполнили последний 12 лепесток, их всего 12 у нас, выполнили столбики без накида, и помните, да, мы выполняем соединительную воздушную петелечку. Мы это все сделали. Далее мы работу разворачиваем. И вот наши столбики без накида, видите, да, вот 1, 2, 3. Мы их постоянно делали. Как я делаю? Я ввожу крючок вот таким образом. Ну, то есть просто захватив часть первого столбика, любую часть. Тут уже не важно, вам главное зацепиться, выполнить соединительную, подтянуть и воздушной ниточку обрезаем. Все, мы с вами, ну то есть вот видите, чтобы у нас такой как бы ну, завершенность действия была, да, то есть вот этот загиб лепесточка был красивый, аккуратный. И вот такая красота у нас с вами получилась. Нам осталось убрать нити. И мы посмотрим поближе, что у нас получилось. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать вот такую красоту. Подчеркиваю, что на самом деле вы убедились, что вяжутся лепесточки очень просто. Работаем за дальние или ближние полупетли и разновысокие столбики. Все на самом деле просто, но смотрится цветочек потрясающе. Такие объемные, нестандартные лепесточки. Очень необычно, красиво. Центр цветочка вы можете украсить бусинкой. И можно сделать, вот как я, да, мы с вами сделали в 2 цветах. Ну, в данном случае оттенки я использовала. Можно сделать цветочек в 1 цвете. Тоже будет смотреться очень красиво, интересно. И, как я уже неоднократно подчеркивала, достаточно просто. Не пугайтесь, на первый взгляд может показаться, что сложно. Не забывайте подписываться, кто еще не подписаться. Конечно же, ставить лайки, писать комментарии. И обязательно пишите, что у вас получилось. До новых встреч и творческих вам успехов!